Здравствуйте, товарищи! Сегодня 20 июля 2026 года. Понедельник. Местное время в городе Семей 18 часов 21 минута. Тема видеоролика: когда закончится война России с Североатлантическим блоком, сокращенно НАТО. Ни для кого не является секретом, что фактически НАТО – это инструмент Соединенных Штатов Америки. Таким образом, война на Украине – это не война между Россией и Украиной. Это даже не война между Россией и блоком НАТО. Тем более это не война России с Евросоюзом. Война на Украине – это война между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это нужно понимать четко и ясно. Теперь о том, когда эта война закончится и с какими результатами она закончится. В данном видеоролике я излагаю сугубо свое личное мнение. Мне свыше было подсказана лишь тема данного видеоролика, но его содержание мне не диктовали, не разъясняли и не подсказывали, только общие рекомендации. Таким образом, в этом видеоролике я излагаю мое собственное мнение о том, когда, с какими результатами и при каких обстоятельствах может быть закончена эта война. Ранее я неоднократно писал в текстах и говорил в видеороликах о том, что Бог нагибает Россию для того, чтобы Россия увидела бы, узнала бы и приняла бы нового Мессию, нового посланника Бога на земле, нового, единственного, истинного представителя Бога на земле. Через этого представителя Бог передает людям, в первую очередь России, свое послание. Бог желает, чтобы россияне первыми поняли бы это послание, узнали бы этого Мессию, приняли бы его и пригласили бы на царство в Россию, сделали бы его, этого представителя Бога на земле, своим законным юридическим царем. Это пожелание Бога. Чтобы это пожелание россияне могли бы исполнить искренне, добровольно, от всего чистого сердца, Бог организовал эту войну. Бог управляет всеми людьми на земле с помощью матрицы, специального технологического инструмента. Зачем Бог создал матрицу? Зачем Бог создал людей на земле? Об этом я давно уже подробно рассказал. Сейчас в этом видеоролике разговор пойдет только о войне между Соединенными Штатами Америки, блоком НАТО, Евросоюзом и Украиной с одной стороны, и одинокой Россией, без друзей, без союзников. Россия одинока. У России нет союзников и нет друзей. Есть те государства, которые желают заработать на этой войне, продавая России какие-то нужные ей вещи, используя тяжелое положение России, закупают у России сырье по очень низким ценам. Россия одинока. Бог сделал так,
чтобы Россия в этой войне сражалась в одиночку, чтобы России было как можно больше, как можно сильнее, как можно тяжелее, чтобы России было, чтобы россияне и российское руководство как можно быстрее бы поняли, чего от них хочет Бог. Это мое мнение, это мое личное мнение. Вы можете не прислушиваться к моему мнению, но факты – вещь упрямая. Война длится уже 5 лет, и положение России ухудшается. Если в первые годы войны, ну или так скажем, в первые годы санкций, которые в большом количестве начали накладываться на Россию с 2014 года, это фактически уже была война. Это была война, только пока еще экономическая. Когда западные державы увидели, что только экономическими методами Россию победить невозможно, они спровоцировали горячий военный конфликт на Украине. Они не сами это спровоцировали, они не сами все это сделали. Всеми руководителями всех западных государств, всеми гражданами западных государств управляет Бог через матрицу. Бог начал войну против России только для того, чтобы принудить всех россиян, чтобы принудить руководство России к тому, чтобы они заинтересовались бы посланием Бога людям, заинтересовались бы истинным Мессией, Машиахом, Майтреей, Калкой Аватаром, грядущим царем, вторым пришествием Иисуса Христа. Этот человек я. Нравится вам или не нравится, этим человеком являюсь я, Сергей Тимур, Томаровский Сергей Васильевич, 1957 года рождения, уроженец села Вишневки Рубцовского района Алтайского края, гражданин Республики Казахстан. Нравлюсь я вам или не нравлюсь, Бога этот вопрос не волнует. Бог меня подготовил к тому, чтобы я передал вам от Бога послание, записанное в книгах «Записки о мироздании Байтерек», чтобы вы пригласили вы меня на царство в Россию, и Бог, используя меня, через мои действия, остановил бы эту войну. Причем война бы в этом случае завершилась победой России, полной и безоговорочной. И над Украиной, и над Евросоюзом, и над всеми странами НАТО, и над Соединенными Штатами Америки. Эта война не закончится до тех пор, пока российское руководство не исполнит все пожелания Бога. Эти пожелания Бога я перечислил давно уже. Сегодня в этом видеоролике я их только лишь повторил. Я просто повторил то, о чем Бог передавал россиянам и российскому руководству через меня. Я на протяжении многих лет рассказываю о том, каков замысел Бога на земле, ради чего Бог создал землю, зачем Бог создал людей на земле, зачем Бог начал войну США, Евросоюза, НАТО против России. Я все это объяснял много раз, но до российского руководства и до россиян эти простые вещи не доходят. Мало Бог нагнул Россию, очень мало. Еще не все россияне кровью умылись. Вам этого мало? Вы хотите дальше унижения России?
Вы хотите и дальше разрушать Россию? Вы не хотите подчиняться Богу. Вы не хотите подчиняться мне. Вы хотите умереть, но вы героями не умрете. Вы умрете предателями Бога, богоотступниками. Я много раз вам говорил, что если Россия будет упираться до последнего, замысел Бога на земле все равно исполнится. Представители русского мира, те, кто разумеют русскую речь и умеют читать по-русски, в любом случае будут изучать записки о мироздании Байтерек, даже сидя возле костра на камушках. Я об этом вам говорил много раз. До вас не доходит. Вы думаете, что я играю в шуточки 30 с лишним лет? Вы полагаете, что я старый шизофреник? Полных 35 лет занимаюсь ерундой. Вы полагаете, что я мечтаю о том, чтобы посадить свою задницу на царский трон? И ради этого в течение этих 35 лет я лишал себя и свою семью благополучия? Вы в своем уме? Вы хотя бы немножко думать способны? Или матрица вами будет управлять так и дальше? На что вы надеетесь? На какую победу Россия надеется без Бога? Ну все объяснено. Все доказательства предъявлены. Все доказательства того, что Бог управляет людьми на земле с помощью программ матрицы. Все доказательства предъявлены. Чего вам еще надо? Чего вам еще надо? Героической смерти хотите? Не будет вам героической смерти. Будет позорная, отвратительная, унизительная смерть. Бог не простит вам богоотступничество. Россияне, к вам я не обращаюсь. На вас нет надежды. Мозгов у вас совсем нету. Я обращаюсь к сотрудникам Федеральной службы безопасности, которые, заступая на службу в молодости, принесли клятву, присягу защищать Россию от всех врагов. Сегодня врагами России являются сами россияне, сами руководители России, которые не желают услышать слова Бога, которые я вам передаю. Вы не желаете этого слышать. Власти хочется, богатство хочется сохранить. Вы ничего не сохраните. Ни богатство, ни власть, ни Россию. Бог уничтожит вас. Уничтожит. И уничтожит всю Россию. А те представители русского мира, которые останутся живых, они будут изучать записки о мироздании возле костра, на камушках, под елками и под соснами, под березками и топольками. Вот вам мое личное мнение о том, когда закончится война России с Соединенными Штатами Америки. Она закончится неизбежно и обязательно. Обязательно закончится. Вопрос только в том, кто будет победителем в этой войне. Или Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом, или Россия вместе с Богом. Я обращаюсь к руководству Российской Федерации. Сколько раз вам еще нужно объяснять?
простые элементарные вещи. Проведите исследования, о которых было сказано в 2021 году в приказе Бога президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. В 2021 году, еще до начала специальной военной операции, было сказано, как, по какой методике нужно изучать записки о мироздании Байтерек. Вы отказались. У вас есть этот приказ. В Федеральной службе безопасности хранятся все копии моих видеороликов и моих текстов. Послушайте этот приказ. И немедленно начните его исполнение. Найдите меня, увидите меня, поймите меня. Проведите исследования, которые я проводил и которые вам рекомендовано проводить Богом. И вы убедитесь, что я прав, что я действительно являюсь истинным и единственным представителем Бога на земле. Вы увидите своими глазами, сами все поймете, что я действительно грядущий царь России, ради которого Бог начал эту войну. Бог организовал и начал войну США, Евросоюза против России только ради того, чтобы меня привести к власти, потому что Бог знал, что вы добровольно никому власть не отдадите. Я хочу вам напомнить слова Корана. Эти слова в Коране повторяются не менее 3 раз. Вот эти слова. В Коране сказано: человек ухищряется, и Аллах ухищряется, но Аллах самый лучший из всех ухищряющихся. Российское руководство ухищряется, пытаясь сохранить власть, сохранить накопленные богатства, пытаясь сохранить Россию. До тех пор, пока вы ухищряетесь перед Богом, перед Аллахом, вы ничего не сохраните. Ни власть, ни деньги, ни свою жизнь, ни Россию. Бог уничтожит Россию и вас всех, если вы не прислушаетесь к моим словам и не сделаете все так, как замыслил Бог. Вот тогда война закончится. Думайте, товарищи руководители Российской Федерации. Останавливаю запись.